Пришла зима, и самое время рассказать, какую одежду нужно брать вашей собаке. Как вы видите, две собаки. Есть одна вроде бы с длинной шерстью, вроде бы такая замечательная, шикарная, хорошая, но при этом, при всем, она одетая. И вторая собака, лысая, лежит на снегу, и при этом самое смешное, что она абсолютно не мерзнет. А вот он даже сейчас в шубке немного мерзнет. Отпущу собак, чтобы они согрелись. Гуляй. Самое главное помнить это правило, чтобы не допустить переохлаждения зимой на улице. У меня было отдельное видео, как понять, что собаке холодно, как избежать переохлаждений и огромное количество информации. И по секрету скажу, там вкратце было про одежду. Но сегодня мы будем обсуждать исключительно одежду. Оливер сейчас бегает в замечательном желтеньком пуховике. Он отличный, он шикарный, но есть маленькая проблема. У него есть подкладка, но снаружи он промокает. В снег сейчас довольно-таки удобно. Снег не липкий, он немножко даже ледянистый, поэтому особо сильно не налипает. Но если снег будет немного более пушистый и рыхлый, свежевыпавший, он будет налипать даже на тот пуховик снаружи, и он будет сильно охлаждать намоканием собаку. То есть мы понимаем, что у собаки температура тела даже выше, чем у человека, примерно 38, то есть намного выше, и поэтому собака будет всегда растапливать немного снег своим же телом. И поэтому есть отдельно вот такой второй пуховичок, он помимо того, что с такой же теплой флисовой подкладкой, он снаружи еще и непромокаемый. Этот пуховик намного теплее, и, как правило, его одеваем именно тогда, когда намного более холодно. По секрету скажу также, мы были недавно в зоомагазине, хотели вот именно на эту съемку, именно на эту поездку накупить еще разной одежды, но таким образом смешно вышло, что одежды подходящей не было. Поэтому рекомендации и лайфхак номер 1. Готовьте сани с лета. Пожалуйста, закупайте одежду заранее. Не так, как мы, когда вот увидели снег, поехали в снег и решили закупить одежду. Ее просто не оказалось. То есть не подходил размер, не подходил фасончик нашему маменькиному пирожочку. Не было нормального количества одежды, чтобы хоть как-то выбрать. И мы не купили ни Сири, ни Оливер. Лайфхак номер 2. Обязательно заезжайте вместе с собакой, покупайте одежду в зоомагазине прямо там. Никогда, ни в коем случае не покупайте, не глядя на вырост или еще как-нибудь подобным образом. Исключение может быть только в том случае, если вы заказываете на каких-то маркетплейсах или непосредственно у людей, которые занимаются пошивом одежды, они прямо скидывают размерный ряд, откуда до куда нужно померить, длину лап, высоту, длину хвоста, выпученность носа относительно головы и так далее. Тогда вероятность ошибки будет низкая. Но если просто вам в зоомагазине или где-то понравилось что-то, лучше придите туда, пожалуйста, с собакой. Курточки бывают абсолютно полного размера, которые окутывают собаку полностью чуть ли не с лапами, вот такие же теплые. В них собака может действительно зажариться. Под прошлым видео в комментариях прям целый срач разразился, что собаку невозможно чуть ли перегреть, если ее укутать чрезмерно сильно и выпустить в мороз. Собака не перегреется. Еще раз уточняю, собаку можно перегреть, но не только одеждой, а в то время, когда она бегает, прыгает, играется, занимается, как вот эта вот дырявая дурь. Если я ее одену в такой же комбинезон, как у Оливера, ей будет очень сильно жарко, поэтому здесь все очень индивидуально. Но при этом, при всем, конечно, если ее укутать, и она будет просто лежать или просто ходить со мной спокойно, вероятность перегрева крайне низкая. Это не означает, что собаке не будет жарко, это означает, что это будет более-менее терпимо. Как правило, все эти пуховички делаются следующим образом. Есть грудная часть подкладки, то есть которая крепится на живот буквально. Живот отдает тепла очень много, поэтому всегда на таких пуховичках есть закрытие живота и ребер, то есть нижней части, и закрытие верхней и боковых частей. Поэтому, как правило, все таким образом именно и делается для того, чтобы собака согревалась со всех фактически сторон. Лапы у собаки всегда очень горячие, поэтому собака по снегу замечательно ходит, а я не могу буквально руку подержать длительный период времени на снегу, потому что в целом рука замерзает намного сильнее, чем у собаки лапы. Поэтому лапы часто именно открытые. Но синергии я хотел взять наподобие вот такого дождевичка. Дождевичка по размеру синергии не было. Вроде бы не такая огромная собака, не такая маленькая собака, но для маленьких и огромных собак дождевичков куча. Может быть, мы так удачно попали, что не оказалось нужного размерного ряда для собаки. Но я ей хочу как раз-таки взять такой дождевик, в котором она будет как в мешке полностью. У нее только лапы снаружи будут торчать, полностью все тело фактически закрытое, и лапы, соответственно, передние и задние снаружи торчат. Это все, что нужно именно синергии для того, чтобы она сильно не замерзала. Причина именно в том, что шерсть может намокать во время бегания, там, не знаю, где-то потаял снег, вроде
ручей искупалась, не знаю, она может, наверное, почему бы и нет. То есть собака намокает и очень сильно охлаждает намокшая шерсть тела. То есть у синергии шерсть не такая, подойди сюда, пожалуйста. У синергии шерсть не такая на самом деле густая, но при этом при всем она очень много двигается, и уши у нее сейчас на данный момент горячие. А я напоминаю, как проверить, замерзла ли ваша собака, это по ушам в первую очередь, видео об этом рассказывал. И Сири сейчас не жарко, не холодно, и поэтому насчет Сири я не переживаю. Она у меня бегает голая, нудистка, и все у нее нормально и хорошо. Не могу сказать, пригодится ли вам дождевик зимой, но если вдруг у вас зима такая, как у нас, когда снег редко выпадает, и это часто мокрый вот этот липкий снег, либо вообще полностью переходящий в дождь, холод, дождевик будет важен собаке в такую погоду именно по причине того, что шерсть намокнет, и собака очень быстро замерзнет. Кроме одежды, есть еще такие замечательные штуки. Это вот такие вот, как эту штуку называют? Снуд. Я хотел сказать наушники. Вот это снуд летний от колосков, а есть такие же зимние, полноценные, такие, условно говоря, шарфы, которые цепляются на собак с длинными ушами. Как правило, я все это видел только на собак маленьких. Бассет Хаунды, Таксы, Спаниели. Я слышал, что есть еще такой же снуд, но для собак с купированными ушами такие еще треугольнички в виде двух елочек, именно для того, чтобы собаке полностью было тепло. Еще я слышал, опять же, его используют часто для того, чтобы снег не налипал, потому что самая большая проблема точно так же у собаки во время снегов, то, что снег налипает. Но это зависит полностью от типа шерсти, потому что на Оливера снег налипает очень сильно, а на синергию не налипает. Это вы должны смотреть по своей собаке. Кроме самой по себе одежды и самого вот этого снута, есть также обувь для собаки. Но с обувью все очень-очень специфично. Как правило, нужны для того, чтобы реагенты, как раз таки которым тропинки, дорожки, тротуары посыпают, чтобы не въедались в лапы собаки, потому что самая частая причина растрескивания. Бывают и очень много в сети историй о том, что лапы растрескались именно от холода, но это зависит от спецификации и терморегуляции самой собаки. Допустим, северные собаки, которые живут на севере, не северные породы, а которые действительно живут на севере, у них лапы никогда не трескаются, и какие-нибудь условные якуты не парятся и воском лапы не натирают, потому что собака полностью адаптируется под те условия, в которых она живет. Но если ваша комнатная собачка окажется на длительный промежуток времени, непосредственно в дикой среде, где огромное количество снега, и она будет долго бегать именно по нему, или наоборот, это будет резкий перепад температуры, действительно лапы могут растрескаться. Поэтому, опять же, если вы считаете, что вашей собаке это необходимо, или если вы видите, что в некоторые моменты у собаки начинается поджимание лапок под себя, скорее всего, лапы у нее тоже замерзают. Но еще раз, это все очень индивидуально. Кому-то вот так вот сидеть в кофточке в снегу нормально, а мне писец как холодно. Один простой человеческий пример. Сегодня мы ехали здесь же по проселочным тропинкам, и шел навстречу нам мужчина с курточкой на боку и в маечке, потому что просто вылезло солнышко. Все остальные идут в куртках, а он в маечке. То есть, понимаете, терморегуляция у разных людей по-разному устроена, и у собак она точно так же по-разному устроена. И опять же напоминаю, самое главное правило, которое я рассказывал в отдельном видео, советую, рекомендую его посмотреть, но я с удовольствием это повторю здесь. В обязательном порядке, в первую очередь, вопрос активности на улице. Просто так вот так сидеть, это достаточно прохладно. А когда вы заставите собачку побегать, что это? Пошел! То тело будет нагреваться, и в это время, наоборот, собака будет сильно нагреваться изнутри. И опять же, еще один лайфхак. Если вдруг по какой-то причине вы вышли на улицу на относительно долгую прогулку, вы видели, что ваша собака замерзает, поверьте, есть огромное количество dog-friendly кафе, где вы спокойно можете кофейни или ресторанов, где вы можете просто сесть и попить кофеек, и собака ваша в это время отогреется. Мы пользуемся этим лайфхаком постоянно. И поймите самое главное, одежда бывает абсолютно не нужна. Если вы ходите на короткий промежуток времени на улицу, пишите в комментарии, какая у вас собака, какой породы, пишите, сколько у вас видов разной одежды и какой вы из них пользуетесь, а какая у вас абсолютно лежит без дела. Возможно, именно ваше мнение поможет другим собаководам определиться с выбором. Все в ваших лапках. Пока!